Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом чудесного слоеного печенья на кефире с орехами и клюквой. Начинку можно менять по своему вкусу. Готовится это печенье быстро и из доступных продуктов. Получается нежным, рассыпчатым, с ореховым вкусом. Это замечательная, очень вкусная выпечка к чаю, которая нравится всем. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и сахар. Хорошо все перемешиваю. На крупной терке натру масло. Окунаю его в муку и натираю. Периодически перемешиваю с мукой. Все тщательно перетираю до получения однородной крошки. Делаю углубление, добавляю кефир, яйцо и экстракт ванили. Немного взболтаю вилкой и замешиваю тесто. Долго вымешивать ничего не надо. Посмотрите в итоге, какое тесто получилось. Оно достаточно нежное, мягкое, не прилипающее к рукам. Подкатываю его в шар, перекладываю в пакет и отправлю в холодильник примерно на полчаса. Для начинки мне понадобится грецкие орехи измельчу в блендере. Предварительно я их уже подготовила, обсушила в духовке при температуре 170 градусов примерно 10 минут и дала им хорошо остыть. Не измельчайте теплые орехи, чтобы они не выделяли масло. Пересыпаю орехи в миску. Как видите, я их измельчила довольно мелко. Всыпаю в миску сахар и хорошо перемешиваю. Немного орехов с сахаром я отбираю в отдельную посуду, для того, чтобы присыпать печенье сверху. Оставшиеся орехи с сахаром делю примерно пополам. И также для моей начинки я буду использовать клюкву. Вместо клюквы можно использовать изюм или курагу. Все, что вы хотите, любые сухофрукты. Также сюда прекрасно подойдет сушеная вишня. Клюкву предварительно я замочила, чтобы она была более мягкая. Тесто лежало у меня в холодильнике чуть больше часа. Оно вот так затвердело. Для удобства разделю его на две части. Одну часть отправлю обратно в холодильник, а вторую часть теста буду раскатывать в пласт. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Тесто сверху также. Чтобы тесто не прилипало, дополнительно пользуюсь мукой. В итоге у меня получился пласт теста шириной 27 см, длиной 42 и толщина примерно 2-3 мм. Выкладываю на него, не доходя до края, половину ореховой начинки. Распределяю ровным слоем. И теперь выкладываю половину клюквы. Клюква придаст приятную кислинку печенью. Оно будет очень вкусное. Аккуратно все сворачиваю в плоский рулет. Сверху рулет придавливаю. Делаю его более плоским. И теперь при помощи фигурного ножа разрезаю его на кусочки. Я это делаю наискосок. Ширина кусочков теста у меня получается примерно 3 см. Заготовки переношу на противень, который я выстелила силиконовым ковриком. Можно также, конечно, использовать и пергаментную бумагу. Выкладываю печенье на расстоянии друг от друга. Точно таким же образом формую второй рулет.
Всего из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 штук печенья, довольно крупного. И вот еще такие небольшие уголочки. Сверху все заготовки смазываю разболтанным яйцом. Теперь сверху все присыпаю отложенной ореховой начинкой, орехами с сахаром. И эту начинку я вот таким образом немного прижимаю, чтобы она хорошо держалась на печенье. Сформованное печенье отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Вот такое великолепное печенье получилось. Выпекала я его 25 минут. Посмотрите, какая сверху образовалась хрустящая, замечательная сахарная ореховая корочка. Перекладываю печенье на решетку и оставляю остывать. Это печенье получается невероятно вкусное, очень нежное, сверху хрустящее. И здесь много замечательной начинки с орехами и клюквой. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!